Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня хочу поговорить с вами на такую тему, когда вы не можете залить стяжку. Не можете залить стяжку по каким-то техническим причинам, либо у вас нет времени, или вы просто не хотите заморачиваться со стяжкой, не хотите лишний раз напрягаться. Вот как раз таки последние два варианта, это, наверное, мои, потому что времени у меня хватало. Просто не хотел заливать стяжку, это мне нужно было тащить раствор на второй этаж, все это замешивать, потом ждать, когда это высохнет, потому что толщина слоя у меня должна была быть 7 сантиметров. Это довольно-таки много мешков раствора, и довольно долго это все будет сохнуть. Поэтому я решил сделать фальш-пол, используя USB-доску и не используя каркас, что значительно сокращает время монтажа пола. Используя такую технологию, можно сделать пол, в принципе, во всей квартире, либо доме. То есть на больших объемах это тоже применимо. Я же просто вам покажу на малом объеме, как это все делается. Использовал я листы ОСБ ShipPass, толщина 18 мм. Для начала нам нужно разметиться, то есть определиться, где у нас будут располагаться листы. И по периметру расположения наших листов нам нужно сделать отверстие, подготовить. На расстоянии я делал где-то 10-15 сантиметров, отверстие просверлил буром шестеркой для последующего монтажа дюбелей. Дальше вы поймете, для чего это нужно. Отверстие делал, повторю, где-то через 10-15 сантиметров, но в последующем, когда я смонтировал, я понял, что можно было их сделать в принципе реже, сантиметров через 40-50 мне бы вполне хватило, так как у меня лист в принципе толстый, 18 миллиметров. То есть уже вот это расположение расстояния от дюбелей, на которых будет устелен наш пол, нужно уже выбирать в соответствии с толщиной вашего ОСБ. То есть чем толще ОСБ, тем меньше точек опоры ему нужно. Он и так будет плотно лежать, хорошо, не будет прогибаться. То есть тонкий лист, значит, больше нужно дюбелей ставить, чтобы лист не гнулся. Толще лист, соответственно, меньше. Использую я полиуретановые оранжевые дюбеля. Фирму я не помню, но хотя бы как минимум по цвету вы можете, наверное, определиться, потому что я сколько их не видел, они в принципе у них конструкция одна и та же. Хорошие дюбеля, возьмите себе на заметку, они не проворачиваются, они плохо, не достаются практически, хорошо расклиниваются. То есть вставляем дюбеля, забиваем их молотком и переходим к следующему этапу. А следующий этап, как видите, это мы подготавливаем саморезы. Но здесь есть один нюанс. У меня даже на вот этой площади небольшой использовано 3 разных длины саморезов. Саморезы это обычные по дереву, то есть размер у меня 51, 75 и 100. Почему так получается? Потому что у меня пол здесь очень сильно наклонен. По лазеру посмотрел, где какие высоты, и по этим высотам я закрутил разные саморезы. Вставили саморезы, все подготовили. Дальше включаем лазер, находим самую высшую точку до нашего лазера, до луча. Накручиваем на биту шуруповерта обычный малярный скотч, вкручиваем саморез до самой высшей точки нашего пола и ставим отметку по лазеру. Лазер у нас остается в одном и том же месте, лазер мы не сдвигаем, то есть он должен постоянно стоять в одной точке. И дальше все очень просто. По этой отметке, по высшей точке нашего пола мы вкручиваем все остальные саморезы. И тем самым у нас получается плоскость, идеальная плоскость этого пола. У меня высшая точка получилась не труба отопления, как может визуально кажется, а деревянная балка, на которых стоят кровельные стойки. Как бы кому там ни показалось, но на этом и закончился самый сложный этап монтажа фальш-пола. Далее мы просто берем заранее заготовленные отрезанные листы ОСБ, берем пистолет, пену. Пену можно брать самую простую, самую дешевую, и не бояться за то, что ее там раздует. Там ей хватит места, куда ей раздуваться. Пеной делаем мы такие ляпки, бугорки. В диаметре, наверное, сантиметров 10 у меня получились. Сантиметров через 20-30 я их наставил, так примерно между саморезов. Все, то есть по периметру прошел, по центру нашего листа. Лист у меня шириной 600. То есть получилось 3 ряда. По краям, по периметру точнее, и центр. То есть через 30 тоже получилось. Грубо говоря, липушки эти стояли 30 через 30, если так вот квадратом взять. Пеной запшикали, сверху лист положили, а дальше все точно так же. Следующий лист мы также все это пропенили, защелкнули листы и все, пол у нас вроде как лежит. Чтобы окончательно его закрепить и не бояться, что все-таки его там вздует, как-то подымет пеной, я сделал несколько отверстий, тем же самым буром шестеркой просверлил, взял перьевое сверло
сделал патаи небольшие. Ну, у меня специально сверла не было, можно взять просто перьевое сверло, любое сверло, можно просто большего диаметра по металлу взять сверло, сделать паттай, и прикрутил эти листы нагелями просто к бетонному полу. Ну, так будет наверняка, уверенно, что все будет четко, ровно, нигде ничего не вздует. И пол будет плотненько прижат к шляпкам наших саморезов. На этом основной монтаж фальш-пола закончен. Далее будут некоторые рабочие моменты. Я с вами прощаюсь. За видео ставим лайк, как всегда. Всем спасибо, всем пока.